И я не хочу, чтобы тебе было больно. Я хочу видеть тебя счастливым. Я это не просто так говорю, я правда хочу. Но я не могу сделать тебя счастливым. Я не твоя вещь. Мне не нужны твои цветы, признания, красивые жесты. Я не полечу с тобой в Вену, Лондон, Нью-Йорк или куда ты там еще предлагал. Это твои фантазии. Я тебя не люблю. Никогда не любила. Прости, мне не стоило возвращаться. Утром я уезжаю. Бог создал человека, но забыл запатентовать изобретение. Поэтому теперь его может копировать кто угодно. Полагаю, господин Чернов? Нужно просто Герман. Рад познакомиться с вами лично. Как долетели? Давайте перейдем ближе к делу. Почему мы встречаемся здесь? Церковь, храм души, созданный руками человека. Довольно символично, вы не находите? Пройдемте. Церковь – это всего лишь эффектная аппаратная. Пусть и клише, но на большинство клиентов производит должное впечатление. Устраивайтесь как удобнее. С вашего позволения я начну с небольшой презентации. Послушайте, Герман, к чему этот весь театр? Вся эта конспирация, встреча в церкви. Я знаю, зачем я здесь. Вам уже доводилось встречать примеры нашей работы? Нет. Слышал положительные отзывы. Когда я смогу увидеть образцы? Волосы, глаза, все остальное. И я пока не уверен, насколько у меня получится поверить в куклу. Оскар, ну что вы, о куклах как раз речь не идет. Силиконовые прелестницы доступны в специализированных магазинах. Мы предпочитаем классический термин «репликант». Познакомимся еще раз. Меня зовут Герман Чернов, а это пример нашей работы. Это не двойник? Нет, это не двойник и не брат-близнец. Я, к сожалению, не могу продемонстрировать вам волшебную дверцу, за которой скрывается механическое сердце, тем более никакого сердца в привычном понимании там нет, но... Попробуйте пульс. Смелее, они стабильно в выключенном состоянии. Впечатляет. Отлично. Тогда позвольте продолжить. Как только появились первые серьезные успехи в разработке искусственного разума, их практически сразу засекретили. Наше общество пока к этому категорически не готово. Моральный аспект подобных исследований всегда затрагивал проблему игры в Бога. Вы помните, что случилось с попытками клонирования человека?
Социально тронутые сразу же начнут бороться за права и свободы репликантов, и другие неадекватные под влиянием Голливуда просто объявят мировым злом. Но все-таки вы предлагаете такой горячий товар любым желающим с деньгами. Во-первых, наш товар, как полеты в космос, доступен пока очень немногим. Во-вторых, они не настолько умные, как военные образцы, но должен же быть кто-то, кто работает на благо нормальных людей, которым мало интересна вся эта морально-этическая чепуха. Мы в первую очередь предлагаем вам человека, разумного, переживающего эмоции. Как вы уже убедились на своем примере, при общении и контакте создается абсолютное ощущение того, что перед тобой живой человек. При любом контакте, конечно же. Но Внешне они практически неотличимы от людей. Но полноценно функционировать в обществе они пока не способны. В этом плане они могут походить на больных аутизмом. Их зачастую выдают не за совсем нормальных. насколько они ненормальные? Свежий только из коробки репликант способен общаться, отвечать на вопросы, выполнять все функции. Но только до того момента, пока не произойдет что-то непредвиденное, что-то непредусмотренная программа, громкий звук, случайная фраза. Как же с двойником в церкви и тут? Он внешне вполне нормальный. Он был подстроен конкретно под вас. Небольшого заочного общения вполне хватило, чтобы смоделировать короткую встречу. То есть вы сможете настроить ее на полноценное общение со мной? Увижу я более сложные и разнообразные действия. Грубо говоря, смогу ли я забыть, что это не человек? Как успехи? Готовы к очередному раунду? Оскар? Все это пока не очень натурально. Это лишь примеры для определения неточности. Реалистичные образцы будут позже. Кожу наращивают на Не продолжайте, я уже говорил, мне это неинтересно. У вас пока только платье похоже. Не волнуйтесь о внешних сходствах. Вы уже видели живой пример. Сейчас нужно сконцентрироваться на анкете. А как я могу знать, что вы сейчас вы, а не этот двойник? Не можете. Но ведь в этом и есть весь смысл. Знаешь, музыка сегодня превратилась в фон. Саундтрек.
Мне кажется, пластинка – это как раз тот самый хрупкий предмет искусства, который хочется оберегать. Они похожи на людей. Тоже не вечны. С каждым разом от них остается все меньше. Каждый щелчок, каждая царапина – это признак времени. Признак старения. Как морщины у нас. Вернемся к анкете. Честно говоря, я уже устал от ваших вопросов. Сейчас вы должны знать меня лучше, чем я сам. Неужели у вас не хватает еще информации? Психологические портреты, как ваш, так и ее, крайне важны на данном этапе. Мы же не хотим, чтобы что-то непредвиденное случилось в самый неподходящий момент. Это последнее? Кстати, был уверен, что вы не религиозны. Это не мой. Оскар, а вы уверены в ответах? Вполне. А в том, что ваши вкусы и интересы полностью совпадают с ее, вы тоже уверены? Вы сможете научить ее всему, чему захотите. Если необходимо, она может перенять ваши интересы. Но для того, чтобы вы в нее поверили, она должна быть живой, настоящей, со своими вкусами. Я понимаю, что 7 лет – это много, но вы что-нибудь не помните? Я все помню. Тогда к чему это бездумное копирование? Тут красное вино, тут красное вино, тут не любит шампанское, тут не люблю шампанское.
еда, музыка, кино, секс. Тут все одинаковое. Ну и что? Я хочу, чтобы она любила вино. Разве так не проще? Вот это важно. Это важно. Вот все это важно. А не то, что вы и ваши психологи придумываете, записывая каждый мой шаг. А кого вы хотите получить в результате? Живую девушку или бездумного клона в женском платье со смазливым личиком? Вы же не хотели получить куклу? Какая вам разница? Я все уже подробно описал. Что вам еще нужно? Остальное можете додумывать сами. Мы можем. Но то, какой вы ее помните и представляете, гораздо больше говорит о том, чего вы хотите. Чего вы хотите на самом деле. Когда автор придумывает персонажей, он тоже наделяет их своими желаниями и эмоциями. Но хорошие персонажи не подчиняются автору. И что? Хотите сказать, что я о ней ничего не знаю или не помню? Я все помню. Она не любила вино. Предпочитала дешевые коктейли. Ей было неинтересно все, чем я занимался. Плевать ей было на мою музыку и всю эту романтику. Она не любила меня. Как я ни старался. Вот и вся история. Это вы хотели знать? Я все помню. Но сейчас я могу сделать ее какой угодно, верно? Я хочу, чтобы она была другая на этот раз. Хочу, чтобы все было иначе. Вы действительно этого хотите? Хотите, чтобы она вас любила? Будете ли вы любить ее в ответ в таком случае? Прости, мне не стоило возвращаться. Это мне мешает. Позавтракаем. Я не хочу. Поешь без меня, ладно? Я побуду одна какое-то время. Что-то случилось? Нет, все хорошо. Мы куда-то едем? Да. Давай прогуляемся. Думаю, нам пора. Я не замерзну? Не должна. Ты иди, я за тобой.
На море. Здравствуй. Узнаешь? Понимаю, 7 лет прошло, и, возможно, у тебя все изменилось, но я соскучилась. Я завтра днем прилетаю. Может, встретишь меня? Знаешь, я вспоминаю наш последний день на море, и только сейчас понимаю, что была счастлива с тобой. Я хочу продолжения. Хочу, чтобы мы были счастливы вместе. Если, конечно, ты тоже хочешь. Можем поехать в тот дом за городом. Помнишь, ты рассказывал? Или у реки напротив старого города. Мне у тебя тут всегда нравилось. На самом деле, все равно куда. Надеюсь, до встречи. Я не люблю тебя. Прости, мне не стоило возвращаться. Утром я уеду. Open plan living, bungalow ranch style. All of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion, inflatable doll. My Знаешь, role is to serve музыка you, сегодня превратилась в фон. disposable Саундтрек. darling. Can't throw you away now. I blew up your body, but you blew my mind.